«Каролина в стране кошмаров» — это прекраснейший мультфильм, который благодаря своей невероятной атмосфере, завораживающему повествованию и вездесущей таинственности очень сильно запал в душу зрителю. А многих в детстве, в том числе и меня, пугал до неузнаваемости. Авторы подошли к созданию мультфильма крайне основательно, потратив на весь процесс около 4 лет. Именно поэтому произведение получилось таким наполненным и завораживающим. А также создатели за это время успели внести просто море различных отсылок и скрытых деталей, которых без тщательного поиска практически невозможно заметить. И ведь признайтесь, не возникало ли у вас чувство при просмотре Каролины, что все не так просто, и вы что-то явно упускаете и не замечаете? Меня это чувство сопровождало на протяжении всего просмотра, и именно поэтому я решил сделать подобное видео. Я прочитал много зарубежных статей, просмотрел достаточное количество видео на зарубежном YouTube и тщательно пересмотрел сам мультфильм. И все ради того, чтобы отыскать все скрытые детали и отсылки, которые таит в себе Каролина в стране кошмаров. Начну я, как и положено, с самого начала произведения, и буду идти строго по сюжету, чтобы не возникало недопониманий. В общем, поехали. Мультфильм начинается с того, что другая мама в обличии Бильда берет в руки неизвестную нам куклу, а затем начинает шить новую для Каролины. Но как можно потом догадаться по мере развития сюжета, эта первая кукла — это кукла, которая была сделана для сестры бабушки Вайби, которая непонятным образом исчезла много лет назад. Скорее всего, мало кто из зрителей заметил это даже после полного просмотра мульта. После того, как кукла Каролины была готова, нас переносит непосредственно на Розовый дворец, где мы можем заметить флаг около апартаментов Бабински. При тщательном рассмотрении нескольких кадров можно увидеть, что это флаг Черногории, в то время как сам Бабинский русский, что очень даже странно. На самом деле, если вникнуть в этот вопрос, то мы можем узнать, что государственная символика Черногории в целом очень похожа на российскую. Хотели ли авторы таким образом постебать кого-то, понятия не имею. В общем, в любом случае этот флаг остается загадкой. Примерно в это же время мы видим грузовик, который помогает семье Каролины с переездом. Если приглянуться, то можно увидеть надпись Ranft Brothers, а затем мы и вовсе видим самих братьев. Дело в том, что эти два персонажа — это по сути реальные люди, братья Ранфт, которые работали в студии Pixar и не только. Они участвовали в создании таких произведений, как «Король Лев», «В поисках Немо», «История игрушек» и еще много-много других. В 2005 году Джо Ранфт умер, и возможно поэтому создатели Каролины решили отдать дань уважения этому сценаристу и аниматору. На самом деле в самом начале мульта просто море отсылок и различных скрытых деталей. Когда грузчики занесли все, что было необходимо, Джо потребовал чаевые, на что получил один жалкий $1. Но вместо Джорджа Вашингтона авторы решили поместить портрет своего режиссера Генри Селика. Я думаю, что почти никто из вас не заметил это при просмотре Каролины. Когда грузчики только подъезжают к особняку, в правом нижнем углу можно заметить надпись Stop Mo, что по сути означает Stop Motion. И это является прямой ссылкой на метод создания всего мультфильма про Каролину. Для тех, кто не знает, что такое Stop Motion, попытаюсь объяснить на примере. Скажем, какая-то кукла ставится на декорации. Ее фоткают, затем ее совсем чуть-чуть сдвигают и потом опять фоткают. И после из этих снимков получается сам мультфильм. Как-то так. И именно таким образом была снята вся Каролина в стране кошмаров. Через некоторое время нам впервые показывают саму Каролину. Она выходит из дома, и на этом кадре, если присмотреться, то можно заметить очертания лица другой мамы. Кстати, возможно именно это и является доказательством того, что весь Розовый дворец был сконструирован именно по заказу Бильда, то есть другой мамы. И вероятнее всего, именно она жила здесь много лет назад, но до этого мы еще дойдем. Каролина прогуливается по саду и вдруг берет палочку лозы и начинает делать странные движения. Скорее всего, не все сразу поняли, что это она делает. На самом деле, это является жирной отсылкой на древнее оккультное действо, которое было популярно в 16-18 столетии. В этом действии палочка лозы якобы помогала найти воду в земле, а также различные металлы и прочие ископаемые, что, собственно, Каролина и пытается сделать. Кстати говоря, саундтреки в Каролине просто божественные. Они действительно чудесные и завораживающие. Когда я смотрел Каролину раньше, то мне казалось, что они поются на французском языке. Я думаю, многим из вас тоже так казалось. Но на самом деле все эти песни написаны на несуществующем языке. То есть по факту это просто какая-то словесная белиберда. И это, как по мне, придает этому мультфильму еще больше таинственности. После того, как Каролина встречает Вайби, нас перенаправляют прямо в дом, где она разговаривает со своей мамой. По их разговору, а также по бандажу на шее матери, мы понимаем, что недавно произошла какая-то авария, причиной которой, скорее всего, стала Каролина. Через какое-то время нам показывают их машину, и мало кто вообще обратил внимание, но можно четко увидеть трещину и вмятину на левой стороне машины. И, судя по всему, в день, когда произошла авария, за рулем была именно мама. Через какое-то время Каролина прогуливается по дому и забредает в гостиную.
где нам показывают стену с картиной мальчика, который уронил мороженое. Дело в том, что весь реальный мир, который мы видим в этом мультфильме, нам показывают именно от лица Каролины. Именно поэтому мы видим его таким тусклым и мрачным, в то время как в другом мире все очень красочно и захватывающе. Это проявляется не только в обилии красок, а также в различных мелких деталях, которые передают нам это очень ярко, но которые многие зрители, возможно, не заметили. Например, эта картина, где мальчик уронил мороженое, в другом мире выглядит вот такой. Здесь мальчик не уронил мороженое, и все у него в принципе хорошо. Также этот скриншот интересен нам не только из картины, но и из-за обоев. Я не думаю, что кто-то из вас вообще вглядывался, но если сделать это, то можно заметить тут жуков. И казалось бы, что тут такого? Но дело в том, что жуки являются единственной едой бельдам. Да и в принципе она очень любит этих насекомых, судя по всему. Затем Каролина обнаруживает некую таинственную дверь в другой мир и просит у мамы ключ от этой двери. И не знаю как вы, но лично я только при 4-м просмотре заметил, что этот ключ имеет пуговицу у себя на ручке. Когда же ночью Каролина попадает в другой мир, то первое, что мы слышим, это пение другой мамы. И интересно то, что в этот момент она поет один из саундтреков, который играет на фоне на протяжении всего мультфильма. Чуть позже Каролина встречает другого папу, и он начинает петь для нее песню. Только вот в смысл этой песни, как все зрители, так и сама Каролина не вслушивались. Дело в том, что на русском, увы, ее перевели очень коряво, и именно весь скрытый смысл просто-напросто испарился. Но в оригинале, то есть на английском, другой папа поет следующее. Последние строчки буквально говорят нам: наши глаза будут на Каролине. То есть о намерении другой мамы дать Каролине глаза пуговицы вместо обычных нам говорят по сути в самом начале, но мало кто это действительно заметил. К слову, советую всем посмотреть Каролину в оригинале, она в разы лучше, чем в русской озвучке. Сразу же после ужина другая мама предлагает поиграть в прятки под дождем, и в этот момент в окне появляется молния. Она так быстро пролетает, что почти невозможно заметить кровожадную руку, которая формирует эта молния, что опять же намекает нам на демоническую сущность другой мамы. Когда бельдам подходит к Каролине, то на стене можно заметить 3 портрета силуэта. Эти силуэты принадлежат 3 детям-призракам, чьи души украла другая мама. Когда Каролина выходит на улицу в реальном мире, то она замечает много посылок, которые были отправлены мистеру Бобински. Одна из посылок была отправлена из России с подписью «Жонглирующий медведь». Это не совсем отсылка, но все-таки довольно забавно. Через пару минут Каролина встречает уже самого мистера Бобински, и мы можем заметить, что он носит какую-то медаль. Дело в том, что такие медали выдавались в конце 80-х за помощь ликвидации Чернобыля, что дает нам понять, что мистер Бобински был ликвидатором. И, кстати, именно это, возможно, и объясняет его странный цвет кожи. Радиация как-никак. Далее наша маленькая героиня достает очень запоминающуюся для зрителей шляпу. Возможно, многие уже начали догадываться, откуда эта шляпа. Дело в том, что по факту это японская школьная шляпа для мальчиков. И скорее всего многие из вас видели похожую на Джотаро Куджи из «Невероятных приключений Джоджо». Но тот факт, что ее носит Каролина, достаточно странный, хотя и сам головной убор ей очень даже идет. На 40-й минуте 40-й секунде можно заметить флаг с надписью «Шекспир Фестиваль», что является понятной отсылкой к великому драматургу Уильяму Шекспиру. Кстати, в это же время мимо проходит мужчина, явно наряженный специально для данного фестиваля. Когда Каролина понимает, что ей нужно убираться с другого мира, она видит настоящую сущность другой мамы, и затем бельдам бросает ее в зеркало, говоря о том, что ей нужно поразмыслить над своим поведением. Интересно то, что на языке оригинала, английском, слово «поразмыслить» это reflect имеет 2 значения – поразмыслить, а также отразить или отобразить. То есть Каролину кинули в зеркало, в ее же reflection, отражение, чтобы reflect поразмышлять над ее поведением. Через некоторое время нам показывают всех детей на фоне картины Ван Гога «Звездная ночь», что очень символично и является очень даже приятной отсылкой. А про символичность непосредственно этого момента я уже рассказал в своем другом видео по Каролине, так что если интересно, то можете глянуть, ссылку оставлю в описании. После того, как Каролина сбежала с другого мира и освободила своих родителей, нам показывают снежный шар, который появлялся в начале мультфильма и впоследствии стал тюрьмой для ее родителей. Так вот, сперва внутри шара, помимо фонтана, было еще и 2 медведя, но после освобождения родителей Каролины, эти 2 медведя исчезли, то есть, судя по всему, они символизировали ее родителей.
И, пожалуй, последняя деталь. После того, как все были освобождены, а дверь в другой мир закрыта, Каролина и ее отец играют в осьминога, после чего можно приглядеться и заметить какое-то красное пятно у отца на рубашке. Дело в том, что объяснений насчет этого пятна нам так и не дали. Возможно, как было сказано еще где-то в середине мультфильма, отец просто готовил какое-то блюдо с соусом и просто случайно пролил на себя. Ну, или же это пятно что-то и означает. Возможно, еще ничего не закончено, и вся семья находится в опасности, так как красное пятно может быть кровью или символизировать кровь, ведь оно находится на левой стороне, а как мы знаем, слева у нас сердце, и это может олицетворять смерть. В общем-то, все. Да, думаю, это все. Если вам понравилось видео и вы хотели бы увидеть еще ролики, связанные с этим мультфильмом, то, конечно же, прошу поставить вас лайк, а также оставить комментарий, чтобы помочь этому ролику продвинуться. Каролина хоть и имеет всего одну часть, но тут еще есть масса интересных вещей, о которых я мог бы сделать видео, поэтому все в ваших руках. Ну а я пошел, еще увидимся.